сохранить. Церемонии начаться стоит сейчас. Блин, загрузки си правда долгие, даже на SSD. Ликуйте, подданные династии фон Волантию! В честь своего возвышения на воле торгует щедро и являет вам свою милость. Это место переживет кость. Она же открылась там, да? Да, который ты про этот. Да, открыт. Такой гарный. Я на церемонии выбрал, чтобы Джа и Касси меня представляли. Они стоят около меня. Кого ты в конце выберешь? Не знаю пока. Скорее всего, Кассию. Почему? Не знаю. Мне и та нравится. Я, может, и ту посмотрю. Сколько у меня титулов? Я вот тут курсу жирную. Повторяйте за мной, ваша светлость. Я, Андрей Милостью, император, вольный торговец, клянусь быть ослепительным примером человечества. Все, я официально вольный торговец. Никакой там заместитель, какой-то там Теодоры. Это никто иной, как лучший из лучших. Долгих лет жизни, Война. А тут Ирлит есть. Ама.
Он не хочет со мной разговаривать. Ну и иди нахуй. Все идут долгих лет жить. Да. Куда мне-то на лифт или? Или в логовом там? Ты что, на лифт? Или это просто подняться? А, это просто подняться. Это было? А, да. Ебать, правнучка такая уже более-менее взрослая. У Абеляра, ебать. Абеляр, ну, сразу видно дед, но не сказал бы, чтобы, знаешь, чтобы правнучка... 50, знаешь, типа. А, ну, да, там какой-нибудь, типа, такого же мужчины в возрасте, типа, прям. Она у него седая, там говорилось. Не, Ну, это типа, тоже. внучка, наверное, может, а это правнучка вообще, вот стоит передо мной. Ну, блядь, ну, допустим, может, 18 лет, ну, ебать, это, знаешь, это просто как это как, знаешь, Абеляру 18 лет стук, бля, и то, наверное, сразу надо было ему, не 18 даже, наверное, ведь, там, знаешь, там, хотя не знаем, какого у них тут, может быть, как в Средневековье, 12 лет они уже рожали, знаешь, типа, ебать. Да, вряд ли. Тут один аристократ влюблен в его в правнучку.
Мне так инквизиторы здесь не нравятся, они такие высокого мнения о себе, ебать. Мгм. Они ведь и меня арестовать могут по факту, если захотят. За что? Не, имеется в виду, если захотят, типа, ну, имеется в виду, там, какой-нибудь, если усомниться и все дела. То есть, хуел, что ты гнать на эту, на Джай. По мне, самый хороший ресурс у Абеляра. Ну, тут аристократами там какие-то оружия. Ну, тоже орудия, конечно, тоже классные, конечно. Но Абеляр говорит, типа, нам нечего реликвий достойных предоставить, говорит. Но все мои сородичи отправятся на вашу колонию, будут трудиться, не покладая, ну, рук, говорит. Э, Вкусная еда. Вы ебаетесь? Тут, короче, тир. А угадай, тир, что за мишани? Живые ксеносы. Прикинь. И я такой думаю, ну сейчас, наверное, какой диалог будет. Подошел, он берет винтовку, в них стреляет. Еще типа. Ладно, я... Ну, они напали, конечно. Жестоко. Но сами виноваты. Но жестоко. Я бы, конечно, такого не хотел. Я не думал, что просто я бы сказал, типа, ну, в тюрьму их посадите и все. Я бы хотел союз какой-нибудь с ксеносами. Что я не хочу. Я что? Хочешь, перехочешь. Я что? Этот как его зовут? То Как называется? Человек, который ненавидит какую-то расу или нацию? Нет. Я что, Гитлер? Нет. теперь да. Квест Джай, он типа пока что все. Нету квестов тут. Там написано соратники. Если в соратнике квест какой-то висит, его выполняй. А если нет, значит все. О, тихо-тихо, такой пистолет. Такая церемония, такой пир. Просто впустую трата денег. Мне Кася говорит,
Можешь просить гостей сказать, чтобы они прекратили ходить за мной и чтобы перестали просить открыть третий глаз. Это они об этом пожалеют. Не потому, что она их убьет, а потому что это... Их это убьет, но не потому, что она этого захочет. Тира. Пусть открывает, я разрешаю. А как тут всех собрать? А, Backspace. Не понял. Ну, Махари Заурбек только что дротики не швыряйте в твой портрет. В смысле? Перевод какой-то. Типа, наверное, имеется в виду только... ну, типа, что он, типа, ненавидит меня, я думаю, она, типа... Или что он швыряет... Какой-то набор букв. Так, на Мухари Заурбек запомнить. Ты, блядь, у меня на крючке.
Тут вот этого Махари, который зубная точит, у него типа, ну там написано, что у него жена прекрасная, там типа все дела, ну выбирает хороших жен. Вот, я говорю, типа, у тебя очаровательная жена, типа, она такая смущается, типа, ой, типа, спасибо, не буду, ну, не буду противоречить, что лезть приятное, типа, вот, говорит, вы, ну, и она говорит, вы не будете против, я вам буду писать. Вот. Подкатывает ко мне. И там можно было сказать, типа, тебе надо поговорить со своей женой, или можно сказать, типа, Махари, ну, типа, с улыбкой такая, Махари, ты же не будешь против? Он такой, безусловно, скрипя зубами. Прям угорно. Так, что у нас там еще? С каким я не поговорил? С этим, с Паскалем, который мне нихуя не интересный. А у тебя не было еще, типа, такой хуйни, типа, ты к компу не подходил, там, типа, в мостике, и там, короче, с тобой связывался Номос, типа, ну, какой-то дух корабля или что, и тебе там будет выбор, типа, уничтожить его или же дать ему волю. Есть какое-то задание, вот надо на мостике, который Вот чё-то его, был. да, тебе туда надо сделать. Я просто Но я дал... не знаю, где он. А он Да, там, хочу пойти. давай, сходи, он там этот... Просто я ему дал, типа... Ну, там такая, типа, странная... Ну, очень, я не знаю, как лучше сделать. Но я дал ему волю, типа... Вот. И его Паскаль ему какое-то тут тело сервелата дал его. Ну, эти которые рабы, типа, знаешь. Самые, это, как его, с имплантами всеми. Они благодаря моей крови пробудились. А где эта штука? Так это вот как выглядит второй вольный торговец.
А вот и вторая вольная торговка. А чё такой уличный агитатор, я не понимаю, где он? Есть такая штука. А, я знаю, какой тайник имеется в виду. В столице. А, Который это я да. открыть не могла, вот тут на- за стеной. Да, ты его откроешь. А на К, который, Да. он не получается, он какой-то багнутый, что ли, я читал. Типа, я его А, уже нашел, а он нихуя, ебать. а где ты его нашел? Ну, Да я ты, сейчас наверное, столицу. ты, наверное, тоже нашла на... Там была, помнишь, где квест этого Я просто не помню, как это планета. Хендрикса, который выполнял. Ага. По-любому ты там все изучала и нашла этот тайник там, ебать. Я не помню. Ну, Никаких по-любому там тайников. видно. Это я, ну, там ничего не сказывается. Просто зашла, там, наверное, взяла все и ушла. Я так же сделал. Ну, я не знаю. Ну, не слетай, я не буду. Блядь, где эта столица ебучая, блядь? А твоя лишь столица, там можешь по сюжету идти дальше, и она откроется. Потому что, чтобы она открылась, тебе надо по сюжету пройти. Блять. Так нахуй оно мне тут отмечается? Да так я вагама, типа я не забрала. Ну, у меня тоже, я почитал Так на... вдруг я его не забрала, Ну, реально. иди Где это? сходи, я не знаю. Я не знаю, где И она. я не знаю, Маша.
О, тихо. We have matters to discuss, von Valancius. Да, ой, блядь, охуел? Probably. Unless he suffered from hidden ailments, he will soon come to without any major damage to his health. Either way, oblivion is a far safer option for him than the We used other means of travel to pay you this visit. I assure you, rogue trader, that all your locks are in order. Lord Inquisitor Xavier Calcazar, head of the Coronis Conclave. I am authorized by the grace of the Emperor. No need to search your memory. My war is waged on clandestine fronts, and any battle reports are always thoroughly filtered. Is that what you think? I am fully aware of what I am doing. I am outlining our relationship. Need I remind you that the unsleeping eye of the Imperium is watching you even in your bedchamber? And not just the eye, but the Imperium's sensitive hands as well. In this case, my assistants and I. Master Van Kellogg's has spent enough time with you. He will What stands out from your recent accomplishments is the suppression of a rebellion on Janus, the battle against the archenemy's minions on Kiava Gamma, and, of course, the unusual interest the Drakari have shown in you. Then that is what we will discuss. Does it? We're in your chambers, not a confessional cell. You're in perfectly good health, and none of the varied and fascinating instruments and procedures that... What was the reasoning behind your decision to let Xenos, enemies of humanity, live and act on a planet that belongs to you? Your way of thinking is curious. Dangerous, but curious nonetheless. I would suggest exercising utmost caution should you wish to continue on this path. I cannot satisfy your curiosity without disclosing information of the utmost secrecy. I will say only this, because you do not want to know the price of such an error. Are you surprised? You thought the Inquisition was unaware of the circumstances of your deeds. It is my job to know everything.
and I do it very well. Keep that in mind. Places touched by chaos must be purged with fire and condemned to oblivion. Kiava Gamma should have been bombed to dust and pronounced a forbidden world. However, you decided otherwise and restored the colony's operation. And you didn't even go to the trouble of hiding the traces of the neglect committed by your dynasty. After all, it was House von Valancius that gave Cubus Delphim so much freedom that he sank into seditious heresy. What was your rationale? I hope you are sufficiently thorough. If you are not, you will be called to account. Yes, the enmity between you is a known fact. But there is another way to look at it. On Veabos 6, you met the Archon of a mighty cabal, whose presence there seems strange to begin with, and lived. You subsequently encountered a number of her close... Such remarkable luck. To be a personal enemy of such an influential Xenos, to have been attacked so many times and yet make it out alive. So remarkable that one has to wonder, am I watching a spectacle? Could all these thrilling massacres be an alibi of sorts, meant to establish you once and for all as an... So you already think you're cut from the same cloth as St. Drusus, do you? Ambitious? I'll make note of it. Far from it, my dear. The questions are manifold. How did you manage to survive the battle that claimed the life of Theodora, who was so much more experienced and skilled than you? Is it a coincidence that you and you alone then made it out of the trap on Rykad? Why did you choose to ignore the warning of a member of the Inquisition that a protracted sojourn near the dying Rykad Minoris could bring corruption down upon your ship? Was it virtuous of you to allow the warp-stricken Voidsmen to join your crew? The ones who served on the ship that was turned into a trap for you by Kunrad Void? The very existence of these questions would have made many of my colleagues doubt. Your transgressions are sufficient grounds to bring you before the Inquisition's judgment. And believe me when I say that if you fail to draw certain... I hope you appreciate the generosity of this offer, as your predecessor once did, and benefited greatly from it. The world's power is not without limit, and neither is the protection it provides. All those mysterious expeditions, dubious experiments, collections of Let me demonstrate how it works. In your retinue, there is a Psyker who is yet to receive Terra's sanction, which, as we both know, is a grave threat and a blasphemy to the laws of the Imperium. I am aware of this secret, but I'm not displeased in the slightest. You haven't been in a position of power for long, and so one can forgive you for not noticing the troubling changes. The cult of the Final Dawn is spreading in the Coronis expanse. Not the first or the last heresy that has... The Xenos, who have caused trouble in the sector before, have expanded their activities in the last few decades. A mighty explorative fleet, which has studied the expanse for hundreds of years, has suddenly stopped responding to communication and sunk into a dispute over a tech. And the third and final rogue trader has unexpectedly perished, stabbed in the back by her own Master of Whispers. The Expanse is swiftly losing its protectors right when communication with the Imperium is being disrupted by the raging warp. And before what tribunal do you intend? If, for the security of these territories, I find it necessary to execute any individual and replace them with a puppet counterpart, turn their realm to ash, and put... I make no deals, and Emperor forbid that I give you orders. That would mean infringing on your privileges. I'm merely offering well-meaning recommendations and expecting that, when the Expanse finds itself in danger, you will... As proof of the seriousness of my hopes for you,
I can assign Heinrichs as your escort. He is my best agent, and I would not offer his company to anyone but my most trusted ally. Without a doubt. Then Master Van Kellogg's will remain in place. It puts me at ease to... I consider it an honor to accompany you. My favor takes... I seem to remember that your exalted aristocrats presented you with many gifts. Please accept this gift as a sign of my favor. In an hour of need, give it to any faithful servant of the Emperor, and the Inquisition will come to your aid. The color indicates how close the bearer is to the Lord Inquisitor. White is beautiful, yet vulnerable. It stains as easily as one can lose the Inquisition's trust. Do all you can to preserve it. Then we have reached a consensus. Here is where we part. My shuttle is waiting. It is time for me to return to my watch, for you to sleep. Well, you will obviously want to discuss what just happened. But not now, I presume. Right now, it would be better for you to... The rise of the rogue trader heir restored a tenuous equilibrium to the Von Valancius Protectorate. For a time, threats subsided, activity returned to trade routes, and reclaimed worlds began to heal. The new Lord Captain's subjects praised the God Emperor and their leader wholeheartedly. For none knew what fate might await them. Ну ладно.
О, хоть кто-то быстро ходит в катсцене, блядь. У меня какой-то... Я не понимаю, в волосах то ли прыщ выскочил, то ли чё, блядь. Я трогаю, я такой, волдырочка. Понажимал что-то, блядь, теперь так сильно торчит, блядь, выдавил жу или чё, блядь. Не Паш- трогай. Да я уж, пускай уже сделал, пошел в туалет, помыл руки. Я так понимаю, тут два вольных торговца тоже есть. Скорее всего, будет как в Pathfinder первом. Типа, в Pathfinder первом уже у меня королевство было. И соседнее королевство я одно уничтожил. И забрал ее территорию. А второе, короче, я помог. И они, короче, типа, некоторые территории типа, тоже мне отдали. То есть, то есть его территории стали моими, а он просто как тоже правил. Но только уже не как король, а как, типа, этот, знаешь. Мне кажется, что, скорее всего, такое же будет подобие. Типа, с кем-то надо будет сражаться, а с кем-то... Бля, нормально я, кажется, выбрал там решение конфликта. Там надо было, короче, одного этого выбрать. И я выбрал тот, кто пойдет не по пути, как старый предшественник, а своим путем. И мне дали, короче, баф на все союзники, получает плюс 3 здоровья. Пока сюжета никакого нет. Lord Captain. Где это Хенри? Let me preempt your question. You want to talk about what happened after the Magna Excessia? An explanation? Lord Inquisitor Xavier Calcazar deemed it necessary, after observing the new rogue trader von Valancius in a social setting, to have a private conversation with you. The lack of warning is used to dispose the subject towards a more direct conversation and less We will not discuss this again. As I see it, the Lord Captain would do better to focus on his immediate duties than to continue ruminating on what is past. You are spoiling me with the splendor of your presence again, Shireen. Have you decided to treat your soul to the fruits of my elixir? My gang is quite the void beast, Shireen, with 3 heads stemming from a single neck. But why are we talking about the departed, Shireen? We must save a few good words for the living. Take Falco, for example. I will impale that Ashmag on a stake, Shireen. You will see. I will pick a slim one, so he has more time to appreciate it. Oh. The only son.
Elan tak. Words cannot describe.